Хочешь наконец заработать на альткоинах, а не просто сидеть в вечной просадке? Ты по адресу. Это первый ролик из 3. Посмотрев все 3, ты будешь понимать рынок альткоинов лучше, чем блогеры с сотнями тысяч подписчиков. Но даже только этот ролик даст тебе больше пользы, чем десятки классических обзоров крипторынка. Я на финансовых рынках более 12 лет. На крипторынке я с 2013 года. Именно тогда я впервые купил биткоин за $230 на бирже BTC и продал его за 32 тысячи рублей в январе 2014 года. И одна из самых безумных вещей, что я когда-либо слышал, это идея инвестирования в альткоины на долгосрок. Нет, друзья, это самая безумная идея, которую я когда-либо слышал. И дальше я расскажу почему. Чтобы вы понимали, я инвестирую не только в крипту. Я активный участник фондового рынка США, это мой основной рынок, фондового рынка РФ, и даже иногда заглядываю на гонконгскую фондовую биржу. Да и в принципе я 3-й год работаю в крупной брокерской компании. Но такой безумный финансовый совет, как инвестирование в альткоины на долгосрок, нужно еще постараться найти. Но что такое долгосрок? Давайте начнем с определения. Но определение дам вам не я. Привет. Ты же знаешь, что брат за брата за основу взято. Выручи, брат. Скажи, какой срок подразумевается под долгосрочным инвестированием? Привет! В контексте инвестирования долгосрочные вложения обычно подразумевают период от нескольких лет и более. Чаще всего это 5 лет и выше. Этот срок позволяет сгладить краткосрочные колебания рынка и потенциально получить более стабильную доходность. Спасибо. В чем главная проблема долгосрочного инвестирования в крипту? В том, что ты, скорее всего, пришел на рынок не здесь, когда он долгое время лежит на дне, а здесь, на самом пике бычьего рынка, либо в самом начале обвала. И приходишь ты чаще всего от блогеров, которые рассказывают, что это коррекция, а не разворот. Рынок не может развернуться, потому что там Илон Маск, Джон Макафи, кто-то там еще, а теперь еще и BlackRock. Сейчас мы кольнем немного ниже и полетим вверх. Инфа 100%. Рассказывают эти блогеры о том, что нужно с каждой зарплаты инвестировать 10% в фундаментальные альткоины, поскольку дно-то все равно вам не поймать, а так вы получите хорошую среднюю цену входа. Ага, лучшая цена входа. Только позиция в минусе на 80%, а так точка входа идеальная. Друзья, идеальная точка входа – это та, после которой вы зафиксировали прибыль. Если зафиксированной прибыли нет, то судить о точке входа рано. Вот эту безумную идею об инвестировании в альткоины каждый месяц в ноябре 2021 года я услышал на канале крупного русскоязычного блогера, у которого сейчас более 400 тысяч подписчиков. Если речь шла не о биткоине Solana XRP, то этот блогер сейчас гарантированно в огромном минусе. Потому что ноябрь 2021 года – это самый-самый пик прошлого цикла. Но его убытки – это исключительно его проблема. В конце концов, он отбил минуса на YouTube, продав 2-3 рекламы. А вот ты отбил свои минуса? Твоя проблема в том, что твой бюджет чаще всего очень ограничен. Люди с капиталом в альткоины не лезут. Твое терпение тоже ограничено. А рынок много месяцев падает только ниже и ниже. Если ты начнешь сжигать свой капитал слишком рано, а иначе тут просто не скажешь, и каким-то чудом не внесешь еще больше денег на самом дне рынка, то ты не выйдешь в плюс никогда. И это не теория, а факт. Неприятный факт, но факт. А как ты поймешь, что это дно рынка? На самом деле есть рабочий инструмент, но ему я посвящу следующий ролик, потому что эту тему за минуту или за 2 не раскрыть. Это большая тема. Пока просто запомните этот твит. В 2025 году настоящего альтсезона не будет. Но даже если ты справишься со всеми трудностями, будешь максимально грамотно усредняться и дождешься нового альтсезона, то ты заработаешь не так много, как мог бы. А может быть, вообще ничего не заработаешь. Просто потому, что ты зашел в рынок слишком рано. И не в ту монету. Ты сделал неудачную ставку, и она не зашла. Первую покупку альткоинов я совершил в 2013 году. Это был Litecoin и Namecoin. Но тогда я на них ничего не заработал. И знаете почему? Потому что я их приобрел на бирже BTC и оставил их там на хранение, потому что мне лень было создавать кошелек. И эта биржа соскамилась. Так что если вы купили альткоины на больший срок, чем пару месяцев, то выводите их на собственный кошелек, чтобы не повторить мой опыт. Времена изменились, но как показывает недавняя история, связанная с Bybit, даже крупные биржи не застрахованы от взлома. И далеко не факт, что в следующий раз Bybit хватит денег на компенсации. Хотя с их комиссиями им должно хватить денег на покупку небольшого государства в Европе. Абсолютное большинство альткоинов живут один цикл. Если в цифрах, то речь идет о 99% монет. Может быть, в будущем будет иначе, но пока так. Альткоин появляется, дает огромные иксы, начинает снижаться, а в это время горе-инвесторы жадно его откупают. Альткоин снижается на 90% или больше. И после этого он больше никогда не обновляет исторический максимум. Никогда. А зарабатывает на нем лишь тот, кто буквально откупит самое дно. Вы вот думаете, что речь идет о каких-то богом забытых альткоинах? Нет, друзья. Я не буду тратить время на мемкоины и форки биткоина. Перед вами только топовые альткоины. Быстрые, производительные, анонимные монеты. Убийцы эфира, самый сок.
Все эти монеты входили в топ-15 монет на CoinMarketCap. Эти монеты в свое время в информационном поле ничуть не уступали Solana, Aptos, Sui или Avax. У них огромная аудитория. Их все еще активно применяют, но инвесторам в них просто не повезло. По мнению криптоэкспертов и инвесторов, эти монеты должны были дать своим держателям сотни иксов. И они дали, но до появления мнений экспертов. А после нет. Это не скам, это не заброшенный проект. Там есть все необходимое для роста. Но эти альткоины умерли, оставив нам только свои графики в назидание. Lisk, конкурент эфира и партнер Microsoft. Если бы в русскоязычном YouTube в 2018 году был блогер-спец по альткоинам, например, Смех Накамото, то он бы активно накапливал монеты Лиска, а не Атома, которого тогда не было. Одна из фишек Lisk – создание приложений не в общем блокчейне, как в эфире, а в отдельных сайдчейнах, что должно было улучшить масштабируемость и независимость проектов. Более того, Lisk использовал JavaScript, а не более редкий на тот момент Solidity, на котором написан эфир. В 2017 году это позиционировалось как огромный плюс блокчейна Lisk. Вот, перед вами CoinMarketCap 19 ноября 2017 года. Lisk занимает 12 место в топе. К слову, если вы посмотрите весь список, то узнаете лишь часть монет. Lisk с марта 2017 по январь 2018 вырос больше, чем на 40 тысяч %, то есть в 400 раз. А потом, в течение 2018 года, то есть за год, Lisk обвалился на 99%. Да, в 2021 году этот проект рос, но даже при правильном усреднении каждый месяц вы вряд ли смогли бы выйти в ноль. Пик в 2017 году $41, пик в 2021 году $11. И эти $11 были только один день. Попробуй еще успеть. Ждать 4 года ради одного дня. Dash. Об этой монете знают все. А если нет, то Dash – один из ранних форков биткоина с функцией анонимности через механизм Private Send. Поэтому Dash популярен в Даркнете. Друг рассказывал. 19 ноября 2017 года Dash занимал 6-е место на CoinMarketCap. На пике он входил в топ-5. С января по декабрь 2017 года Dash вырос в 100 раз, а в 2018 году обвалился на 96%. Исторический максимум Dash больше не обновлял. Пик в 2017 году $1600. Пик в 2021 году $490, которые держались пару дней. По факту вам повезло, если вы продали его хотя бы за $300. EOS. Это самый громкий проект 2017-2018 годов. Самое крупное ICO в истории, аналог IPO в крипте. Собрано около $4 миллиардов, и это в 2017 году. Вместе с EOS появился термин «убийца эфира». Разработчики и первые инвесторы реально верили в то, что EOS заменит эфир. И я сам в это верил. Эфир конца 2017 года работал медленнее, чем гимнасты философа с улиц Санкт-Петербурга. Пользоваться эфиром было физически невозможно, а комиссии в сети достигали сотен долларов. График EOS напоминает более известный вам Aptos. EOS тоже появился в период медвежки. Он рос, когда все снижалось. В апреле 2018 года EOS ворвался в топ-5 на CoinMarketCap. И это был его пик – $23. К декабрю 2018 года EOS обвалился на 93%. Максимум монета больше никогда не обновляла. В 2021 году монета была дороже $10 лишь 11 дней. Попробуй успеть зафиксировать прибыль. Мало кому в голову тогда вообще могла прийти идея фиксировать прибыль по EOS на $10. Это же убийца эфира, крупнейшее ICO в истории. И одно из крупнейших разочарований криптонов. Кто-то скажет: Игорь, ты смотришь стариков, рынок изменился после 2017 года. Возможно, но у нас нет доказательств этого. Альтсезона было всего 2. 2021 год нам просто не с чем сравнить, так как следующий альтсезон, скорее всего, будет только в 2026 году. Но давайте беглым взглядом окинем топ криптовалют самого разгара альтсезона 2021 года. Это ноябрь 2021 года. Он на экране перед вами. Первая семерка на месте и сейчас. Хорошо, идем ниже. Polkadot – спорный проект. Прямо сейчас, пока я записываю этот ролик, он за пределами топ-20 и стоит в 10 раз меньше. Terra Luna исчезла. Algo вылетел из топ-50. Polygon сильно ниже и дешевле. Вряд ли обновит хаи. VeChain сильно ниже. Axie вылетел из топ-100. Atom покинул топ-50. ICP и Cronos потеряли позиции. Токен FTX исчез. Filecoin потерял позиции. Максимум не обновит 100%. И это мы с вами посмотрели только 30 первых монет. И это еще альтсезон и близко не начался. Скорее всего, в альтсезоне 2026 года
мы увидим уже новых лидеров. А все перечисленные монеты максимумы 2021 года не обновят. Чтобы зрители, которые слушали меня невнимательно, не вступали в спор с самими собой, я уточню. Я ничего не имею против инвестирования в альткоины. Я не говорю о том, что инвестировать в альткоины нельзя. Но я глубоко убежден, что инвестирование в альткоины должно быть краткосрочным, не более 1,5 лет. Зашел при появлении определенных сигналов, о которых я расскажу в следующем ролике, и вышел. Все. Забыл навсегда. Исключение 3 монеты. Биткоин, эфир, XRP. Даже на Solana я бы не стал делать ставку при текущих ценах. Именно так я и действовал в 2017 и 2020 годах. И моя тактика оказалась правильной. А долгосрочники сидят в просадке или с нереализованной прибылью, которая в 2021 году была во много раз больше, чем сейчас. Они пожадничали, поверили в блогерский бред про долгосрочное инвестирование в альткоины. И теперь далеко не факт, что они когда-либо вообще смогут получить ту же прибыль, которую могли забрать в 2021 году. За всю историю крипты лишь несколько проектов приносили прибыль даже самым неосторожным инвесторам дольше одного цикла. Это Ethereum, Bitcoin, XRP, Solana и некоторые, скорее всего, неизвестные вам монеты, например, Waves. Список небольшой. Альткоины – это инвестиционный инструмент с максимальным риском. Взаимодействовать с ним нужно максимально осторожно, потому что ошибок он не прощает. Друзья, ролик подошел к своему логическому завершению. Если ваша задача ничего не заработать, потерять капитал, но получить острые ощущения, то вы знаете, что делать. Покупайте альткоины на минимальных просадках. Желательно в период повышения ставок ФРС. Если же вы пришли на финансовые рынки за победой, то подписывайтесь. Дальше будет только интереснее. Финансовые рынки – жестокое место. Против тебя не я, не Вася из Тамбова, а BlackRock. И поверь, даже это не худший вариант. Подписывайся, будем разбираться вместе. И удачи на рынках.